Общественность жила в ожидании судебного решения более года. Наконец, Челябинский областной суд огласил приговор по громкому делу о нападении мигрантов на молодого человека возле ТРК «Космос». Всем подсудимым, участвовавшим в инциденте, назначено суммарное наказание в виде 76 лет колонии. Каждый осужденный обязан выплатить денежную компенсацию. Осужденные уже не улыбались, как раньше, а их родственники в зале суда едва сдерживали слезы. Давайте вспомним, как развивалась эта история. Все началось с буллинга в интернете. Одному из братьев Джалиловых в социальной сети был создан профиль с его именем и фото. Парни по другую сторону экрана стали шутить над мигрантом. Близнеца это сильно задело, он попытался найти виноватых, назначил несколько стрелок, но ни одной не состоялось. Тем вечером братья Джалиловы и их старший брат Шахром Миров направлялись в компьютерный клуб. Младшие братья пожаловались на троллинг, что вызвало возмущение старшего, вместе они отправились на поиски обидчика, в роли которого оказался случайный и ранее незнакомый парень. Тот позвал друзей на помощь, среди которых был и Игорь. Первая встреча завершилась в пользу мигрантов, они набросились на местных парней, но потом кто-то крикнул «Полиция!» и все разбежались. Вторая встреча была назначена почти сразу. Местные парни выловили одного из мигрантов во дворах и договорились встретиться на парковке ТРК «Космос». Местные пришли первыми и встретились со взрослыми мигрантами. Они говорят нам: «Давайте поговорим мирно, выбросьте палки». И как только мы это сделали, увидели, как со стороны мечети на нас бежит толпа таджиков с битыми камнями, палками. Рассказал потом на суде, как все было, выживший свидетель. Все рванули в разные стороны. Игорь тоже убегал, когда его догнал Шахром Миров, схватил за куртку и ударил. После этого подбежали другие мигранты и внесли свою лепту. Игорь не дождался приезда скорой. Мигрантов начали задерживать на следующий день. Некоторых поймали уже в аэропорту. Один успел скрыться, его задержали в Казахстане. Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, лица, его совершившие, установлены. Двое из обвиняемых скрылись за пределами России, в связи с чем ранее были объявлены в международный розыск, рассказали силовики. Почти все они – граждане Таджикистана без прописки, постоянного места проживания и работы. Хушет Одинаев – единственный гражданин России из всей шайки. Выяснилось, что злодеяние было заранее спланировано. Преступники организовали засаду около торгового комплекса, совершили нападение группой. Изначально общественность опасалась, что наказан будет лишь один участник инцидента – Миров. Но в итоге большая часть причастных была привлечена к уголовной ответственности. Напомним, всего на причастность к совершению преступления проверяли 27 человек. Арестовали 8. Одного из них, бойца ММА Махмасаида Азизова, потом отпустили, его причастность не подтвердилась. Считается, что он только забрал телефон у жертвы. Его уголовное преследование прекратили по примирению сторон. На первом суде обвиняемые вели себя неуважительно, поворачивались спиной к залу, прятались под куртками, скрывали лица за медицинскими масками. Один из задержанных обратился к судье на «ты», другой просил дать ему возможность гулять час или 2 в день, находясь под домашним арестом. «Меня заставили, я никого не оскорблял, не унижал. Они создали страницу ВКонтакте, оскорбляли мать. Я уже год здесь сижу, мама страдает. Прошу меня депортировать или освободить», – жаловался Заир Джалилов. Также обвиняемые были недовольны, что их снимают. Они кричали на представителей СМИ и требовали у судьи удалить журналистов из зала. Их расстраивает, что в интернете пишут негативные комментарии. В материалах дела указано, что друзья погибшего все русские, славянской внешности. Прокурор, описывая кадры с видео, даже называет одну из групп «русские парни». Кто убийцы, известно, но конфликт, по версии обвинения, произошел не на национальной почве. Миров улыбался, слушая обвинения. Виновным в убийстве он себя не считает, признает только хулиганство. Свои показания после короткого совещания с адвокатом он захотел давать в конце следствия. За ним повторили Таир Джалилов, Сабуров, Имомов, Ахмадов, Заир Джалилов, Одинаев. Но со временем стало понятно, что приговор будет серьезным. Улыбка сошла с их лиц, кажется, все подсудимые повзрослели. Стоит напомнить, что Шахром Миров в течение следствия не раз менял свои показания.
Из-за этого оглашение приговора откладывалось дважды. Ранее он отрицал свою причастность, но в ходе одного из последних судебных заседаний согласился с обвинением и признал, что действовал в одиночку. Он продолжал отрицать участие других лиц в преступлении. Кроме того, подсудимые неоднократно подавали прошение о досрочном освобождении, но суд каждый раз отказывал и продлевал срок ареста. На одном из заседаний суда прокурор был просто поражен жестокостью, проявленной мигрантами. Их действия оказались бессмысленными и необоснованными. При этом двое из них, те самые братья-близнецы, обучались в юридическом колледже по специальности правоохранительная деятельность. Прокурор запросил для подсудимых от 5 до 18 лет. Они просили прощения и просили отпустить их на родину. Трибуны были полны как никогда. Поддержать обвиняемых пришли женщины в платках и бородатые мужчины. На этом заседании прозвучали последние слова подсудимых по делу. Первым слово дали Шахрому Мирову, главному фигуранту. Прокурор запросил для него самый строгий приговор – 18 лет колонии строгого режима. «Хочу выразить свои соболезнования семье Игоря, я им сочувствую. Это убийство вышло случайно. Я ни с кем не договаривался, никто мне нож не давал. Я никого не заставлял участвовать в драке. Прошу меня строго не наказывать», – попросил Миров. И вот 28 октября в Челябинском областном суде озвучили приговор мигрантам из Таджикистана. Шахром Миров, Таир Джалилов, Абдулвахоп Сабуров, Шахаздея Сатторов признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Также Миров, Джалилов, Сабуров, Сатторов и еще Ислом Ахмадов, Хуршет Адинаев, Заир Джалилов и Нажмеддин Имомов в хулиганстве. Мирову по совокупности преступлений назначено 18 лет исправительной колонии строгого режима. Таиру Джалилову с учетом ограничений, установленных законом для назначения наказания несовершеннолетним, 9 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Сабурову и Сатторову дали 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Имомову и Ахмадову назначено лишение свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Адинаеву 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заиру Джалилову определили 5 лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу родственников убитого школьника взыскана компенсация морального вреда с Мирова, Таира Джалилова, Сабурова, Сатторова в размере 1 миллион 250 тысяч рублей. Суд учел частичное признание вины подсудимыми, тот факт, что трое на момент совершения преступления были несовершеннолетними, у одного наличие заболеваний и еще у одного трое малолетних детей. Миров пожаловался судье, что даже не услышал приговора. «Я по поводу срока даже не слышал». Судья объяснил, что Мирову предстоит провести 18 лет в колонии строгого режима. Сабуров про свои 14 лет строгого режима слушал с улыбкой. «Ну, понятно», – смирился Сабуров и сел на скамью. Все подсудимые услышали свои сроки. Приговор им понятен. Родные тоже будто давно осознали, что наказание будет серьезным. Отец Джалиловых и Мирова схватился за сердце и свесил голову. Жена Имомова, кажется, уже выплакала все слезы, скривив брови, она смотрела на мужа в клетке. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию 2-го апелляционного суда общей юрисдикции, уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!